Привет, привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Меня зовут Яна, я дипломированный преподаватель русского языка как иностранного. И сегодня мы с вами поболтаем, будем болтать. Поэтому, если у вас есть домашние дела, вы можете их делать и слушать меня, как я болтаю. Сегодня я расскажу вам о своей поездке в Москву. Для новеньких я уже почти 5 лет живу в Финляндии. Раньше я жила в Москве. Мои родители живут в Москве, а я живу в Финляндии. Но очень часто езжу в Москву. И сегодня я вам расскажу о своей поездке, о моих впечатлениях, о моих эмоциях и сравню Россию и Финляндию, точнее жизнь в России и жизнь в Финляндии. Ну что, начнем? Хотя, прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с материалами из сегодняшнего видео и, конечно, с новыми словами и фразами. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, заполняйте короткую форму ниже. Ссылка в описании под этим видео. Как только вы заполните форму, каждый раз, когда будет выходить новое YouTube-видео, вы автоматически будете получать новые PDF-документы. Ну что, начнем? Это будет очень спонтанное, но искреннее видео. Я была в России, точнее в Москве, в течение 4 недель. Это приличный срок. Я ездила туда, чтобы увидеть своих родных и провести с ними время. Москва встретила меня морозами. Погода была примерно минус 6 градусов. Но также Москва встретила меня шумом, пробками и загрязненным воздухом. Давайте по порядку. Как же я добиралась? В одном из моих видео я уже рассказывала о том, что я добираюсь до Москвы из Финляндии на автобусе, на пароме, на автобусе и на поезде. Да, у меня несколько видов транспорта. Сначала я добираюсь до Таллина, до Эстонии, на большом пароме. Там я обычно провожу 1-2 дня, ночую, и рано утром у меня уже автобус до Санкт-Петербурга. Я сажусь на автобус в 6:30 утра. Да, очень рано, ну что поделать. Я сажусь на автобус в 6:30 утра и добираюсь до границы, добираюсь до города Нарва. Там я стою в очереди, иногда в очень большой очереди. Однажды летом я простояла в очереди 6-7 часов. Представляете? Да, но было лето, была прекрасная погода, поэтому это была не проблема. В этот раз я простояла в очереди всего лишь 1,5 часа. И, кстати, погода была прекрасная, не было снега, дождя, светило солнышко. Дорога заняла примерно 6 часов. Не так уж и долго. Когда я добралась до Санкт-Петербурга, там меня встретила мама. И мы отправились к моей крестной, так как она живет в Санкт-Петербурге. Я провела у крестной несколько дней, и через пару дней
отправилась в Москву на скоростном поезде. Скоростной поезд. Дорога от Санкт-Петербурга до Москвы заняла 4 часа, да, я думаю, 4 часа примерно. Когда я добралась до Москвы, были огромные пробки, и поэтому я решила поехать на метро. В метро тоже было очень много людей, несмотря на то, что это было воскресенье. Давайте теперь поговорим о том, чем же я занималась в Москве. Я работала каждый день с понедельника по пятницу. Я вела уроки, группы и составляла материалы для Патреона. Кстати, если вы хотите изучать современные модные фразы, слова, которые используют носители языка, то я приглашаю вас присоединиться в мою группу, в мое сообщество на Патреоне. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. Всего лишь за 4 или 8 долларов в месяц вы будете изучать новую лексику через интересные истории, которые я придумываю сама. И там, кстати, очень много личных историй, смешных историй из моей жизни, вдохновляющих историй. Вы также будете практиковать новую лексику в потрясающих, эксклюзивных упражнениях, которые я тоже создаю для вас сама. Потрясающая возможность. Также вас ждут красивые карточки с новыми словами, перевод на английский язык и, конечно же, аудио, чтобы вы могли не только читать, но и слушать новую лексику и интересные истории. Кстати, некоторые мои студенты пишут мне о том, что они слушают мои истории перед сном. Почему нет? Сказки на ночь, так сказать. Поэтому буду очень рада видеть вас на своем Патреоне. Все ссылки в описании под этим видео, а мы продолжаем. Также я за эту поездку сходила в Большой театр. Сейчас я покажу вам все фотографии, а фотографий у меня очень много. Большой театр покорил мое сердце. Это потрясающе красивое пространство. Вы знаете, я почувствовала себя героиней фильма. Там очень красивый декор, очень красивые декорации на сцене. Я посетила оперу. Опера называлась «Бал-маскарад». Это была, насколько я знаю, опера была на итальянском языке, но там были русские субтитры. Конечно, это потрясающее зрелище, и я каждому рекомендую хотя бы раз в жизни побывать в Большом театре на старой сцене, потому что есть еще новая сцена. Что меня порадовало в Москве, так это новогодние украшения, новогодние декорации в центре Москвы. Я очень расстраивалась и переживала о том, что когда я приеду в Москву, а приехала я в Москву в конце января, то декораций новогодних уже не будет. Их уберут к моему приезду. Но, о чудо, чудо, настоящее чудо! Декорации были по всей Москве, и я смогла насладиться этой красотой. Тоже добавлю фотографии вот сюда, чтобы вы тоже посмотрели. Украшения действительно потрясающие и невероятные. Поэтому я смогла лицезреть, значит увидеть. Я смогла лицезреть, я смогла увидеть эту красоту, это волшебство. Но давайте поговорим о разнице между жизнью в Москве, в большом городе, в большом мегаполисе и жизнью
в Финляндии. Я живу в очень спокойном районе. Можно сказать, что это, по моему ощущению, будто такая уютная деревня. Но это не деревня, это город. Но здесь очень спокойно, тихо и такая умиротворяющая атмосфера. Давайте сравним. Конечно же, когда я приехала в Москву, я сразу почувствовала эту атмосферу, этот вайб. Вайб, да, мы тоже используем это слово. Я почувствовала этот вайб большого города. Все люди куда-то бегут по своим делам. И вы знаете, я даже не успевала, для меня было странно, я не могла влиться в этот темп жизни. Я, правда, отвыкла от больших городов, и для меня было странно видеть такое большое количество людей в метро, на улице. А в Финляндии для меня очень спокойно, мало людей, и мне это очень нравится. Хотя раньше мне было трудно привыкнуть к такой спокойной жизни. Я крутилась, как белка в колесе. Давайте пойдем дальше. Конечно, очень много людей, все куда-то спешат. Также, что меня порадовало, это отличный сервис. Очень много маркетплейсов. Вы можете заказать любую вещь, и уже на следующий день практически у каждого подъезда есть пункты выдачи товаров. И, например, в пятницу вы заказали себе новую футболку, и уже в субботу вы ее получили. Конечно, бывают задержки, но это очень удобно, очень хорошие сервисы. Также доставка очень быстро работает. И, в принципе, в Москве можно было решить любой вопрос по щелчку пальцев. Очень просто и быстро. Это меня действительно порадовало. Что меня не порадовало, это загрязненный воздух. Конечно же, это естественно. В Москве огромный трафик, много машин, есть различные заводы, и, конечно же, воздух достаточно загрязнен. В Финляндии же воздух очень чистый, потрясающий, и это мне очень нравится. Что же касается ресторанов, то, безусловно, в Москве огромный выбор ресторанов, и он, конечно же, намного больше, нежели в Финляндии. Но Финляндия тоже не отстает. В Финляндии тоже большое количество потрясающих и хороших ресторанов. Культурная жизнь. Безусловно, без малейшего сомнения, в Москве культурная жизнь на очень высоком уровне. Театры, концерты, кино, выставки, галереи, огромный выбор разных развлечений на каждый день. В Финляндии я считаю, что нет проблем с культурной жизнью, но, безусловно, она не такая яркая, она более скромная. В Финляндии совершенно другие ценности и другие занятия. Финляндию я ценю за ее природу, за возможность побыть наедине с собой, уединиться. А Москва — это город движения, город людей, город достигаторов, потому что это правда видно, люди постоянно бегут куда-то, стараются ставить перед собой огромное количество разных целей, они очень многозадачные. А в Финляндии я наблюдаю другую картину, что люди очень размеренные, люди ценят свободное время, наслаждаются им. Также в Москве я обратила внимание на то, что люди возвращаются с работы очень поздно. Если в Финляндии люди заканчивают работу, безусловно, это очень индивидуально, и в 4, и в 5, и в 6 часов, как правило, это где-то в 5 часов, то в Москве можно увидеть, что люди приходят домой только в 8 или в 9 часов.
Безусловно, не все, но таких людей очень много. В Москве есть ощущение, что жизнь крутится вокруг работы, потому что дорога занимает огромное количество времени, сил, энергии. И я вижу, как люди сильно устают, приезжают домой достаточно поздно, и времени на хобби уже практически нет. Они выходят гулять с собаками, что я, кстати, заметила, у многих людей по 2, а то и 3 собаки в Москве. В Финляндии я тоже замечаю такую тенденцию. Нашим питомцам должно быть не скучно одним дома, поэтому люди заводят по несколько домашних животных. Я думаю, что это отличная тенденция, отличный тренд. Я думаю, что мы с вами много обсудили. Безусловно, ощущения, мои чувства очень смешанные. Я люблю Москву, и Москва — это город движения, город развлечений. Я люблю приезжать туда, проводить время, выгуливать красивые наряды, а Финляндия для меня все-таки это страна для жизни, потому что я сама по себе достаточно спокойный человек, и я люблю проводить время наедине с собой, быть на природе. Для меня такое времяпрепровождение очень близко. Но для меня также важно проводить время среди людей, ходить на выставки. Для меня важно движение. Поэтому должен быть баланс. Мы недавно на днях обсуждали с мужем, и я сказала ему, что на 60% я думаю, что я интроверт, а на 40% я экстраверт. Поэтому для меня очень важно проводить время наедине с собой, со своими мыслями, уединяться, быть одной и также быть среди людей, ходить на выставки, в кино, в театры, быть окруженной людьми, быть в кругу других людей и, конечно же, заводить новые знакомства. Ну что, ребята, сегодня получился такой искренний, спонтанный монолог. Но я хочу, чтобы наш монолог превратился в диалог, поэтому пишите свои вопросы в комментариях под этим видео. Возможно, вас интересуют какие-то вопросы про Москву, про Россию. Я готова рассказать. Или у вас есть вопросы про русский язык. Я тоже буду рада поделиться с вами и ответить на ваши вопросы. Не забывайте скачивать бесплатный, но очень полезный PDF-документ. Все ссылки в описании под этим видео. И присоединяйтесь в мое сообщество на Патреоне. Давайте учить русский вместе. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения и пусть солнышко светит для вас каждый день. Пока-пока, увидимся, хорошего вам дня!